Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Все началось с того, что в школьном классе, где учились дети 7-8 лет, одна девочка постепенно стала объектом насмешек. Сначала это были редкие подколы, которые шептали на переменке. Кто-то сморщивал нос, проходя мимо, кто-то смеялся, указывая на ее куртку, испачканную пятном, которое не отстиралось. Потом началось громче. Мальчишки начали демонстративно отодвигаться от нее за партой. Кто-то однажды даже сказал, что от нее пахнет стиркой и бабкиной мазью. У нее не было друзей, и с каждым днем казалось, что она становится все тише и незаметнее, будто старалась исчезнуть из поля зрения. Учителя, особенно классный руководитель, сначала не придавали этому значения, подумали, что это обычные школьные перепалки. Но со временем они стали замечать, что девочка всегда приходит в одной и той же одежде, той самой бледно-розовой кофте с оторванным рукавом и поношенных кроссовках, на которых еще с осени держались сухие разводы от прошлогодней слякоти. Даже в дни школьных утренников, когда все приходили в парадной форме, она сидела на последней парте в той же одежде, что и вчера. На одном из уроков учительница заметила, как одноклассник попытался бросить в нее бумажку и прошептал кому-то: «Сиротка грязная». Это стало последней каплей. После урока классный руководитель оставила девочку и, сдерживая внутреннее напряжение, мягко, но настойчиво сказала: «Ты пойдешь со мной к директору. Нам нужно поговорить». Девочка кивнула, ничего не говоря. И тогда началось то, что никто в этой школе не мог предсказать. После того разговора в кабинете директора никто больше не воспринимал это как рядовой инцидент. Педсовет собрался уже на следующий день, и впервые за долгое время учителя говорили не о программах и успеваемости, а о ребенке, который оказался совсем рядом и при этом будто в параллельной реальности, незаметной никому, пока она сама не прорвалась наружу в одном единственном шепоте. Было решено, что нужно навестить семью девочки неформально, не для галочки, как это часто бывает, а по-человечески. Разобраться, понять, помочь, хотя бы в том, что в их силах. Дом находился на окраине города, в старом кирпичном дворе, где заборы перекошены, почтовые ящики давно заржавели, а лестничные пролеты пахнут то ли пылью, то ли временем. Когда классная руководительница вместе с социальной работницей и еще одним педагогом поднялась на нужный этаж, им открыла сама девочка, как будто знала, что они придут, и не удивилась. Внутри было тихо и прохладно, в квартире чувствовался запах лекарств и слабый аромат заплесневевшего белья, как будто вещи сушились прямо в комнате, и действительно, в углу стояла веревка, на которой висели только два предмета: ее школьная кофта и полотенце. Комната была убрана, аккуратно, почти стерильно, но по-детски. Полы вымыты, посуда сложена в раковине, одеяло на диване ровно подогнуто под матрас. На кухне маленький пакет с макаронами и банка огурцов, больше почти ничего. «Бабушка спит», — тихо сказала девочка и провела их в комнату, где на узкой кровати лежала очень пожилая женщина с бледным лицом и закрытыми глазами, укрытая до подбородка теплым пледом. Ее грудь еле заметно поднималась, но она не реагировала на присутствие. Медик, присев рядом, быстро определил: инсульт, неходячая, почти полностью обездвижена. Девочка стояла рядом, держась за край кровати, и только тогда, когда одна из учительниц попыталась задать вопрос о том, кто помогает ей по дому, она произнесла: «Я все делаю сама. Я умею. Я по утрам кашу варю, а вечером суп, только чтоб не сильно горячий был. Я одежду ей снимаю и стираю, а потом сушу на веревке. А еще в аптеку хожу, если денег хватает». Ее голос не дрожал, в нем не было жалобы. Это был рассказ простой, как будто она пересказывала обычный распорядок дня. Но для взрослых, стоящих в этой тесной комнате, каждый ее ответ резал воздух, как нож по стеклу. Ни один из них не мог объяснить,
Как ребенок может справляться с такой жизнью и при этом приходить в школу, делать уроки и, самое страшное, молчать, не просить ни помощи, ни сочувствия. Они стояли перед ней, и было ощущение, что теперь уже не они взрослые, а она. Она единственная, кто действительно живет и борется, не жалуясь, не обвиняя, просто живет. И этого никто не заметил. После визита домой атмосфера в школе изменилась. Учителя, которые еще недавно могли равнодушно пройти мимо этой девочки в коридоре, теперь ловили на себе странное чувство стыда. Будто каждый из них что-то упустил, промолчал там, где следовало сказать, отвернулся в тот момент, когда нужно было посмотреть внимательнее. Классная руководительница, возвращаясь в школу после того вечера, долго сидела одна в пустом учительском кабинете, не проверяя тетради и не составляя план урока. А просто сидела, глядя в одну точку, понимая, что все это время она говорила девочке о важности дисциплины и аккуратности, даже не догадываясь, в каких условиях та живет. История не осталась внутри школы. Кто-то, возможно, один из родителей, а может, кто-то из самих учителей не выдержал. В городском родительском чате появилось короткое сообщение. «Вы знаете, что у нас в классе есть девочка, которая стирает одежду сама, потому что мама умерла, а бабушка лежачая. И никто не знал. Она приходит в школу в одном и том же, и мы все это видим». Пост быстро начали пересылать. Люди, сначала просто шокированные, начали собирать вещи. Кто-то передал школьную форму своей дочке, которая выросла, кто-то новые ботинки, кто-то продукты и сладости, просто чтобы хоть как-то быть полезным. Через 2 дня в школу начали приходить посылки. Один за другим пакеты, коробки, иногда с записками, для девочки, которая сильнее нас всех. Некоторые родители приходили лично с мягкими игрушками, школьными рюкзаками, альбомами и конфетами. Кто-то плакал прямо на крыльце, узнав подробности. Местная газета написала короткую заметку, а через сутки сюжет вышел на телевидении. Двор, в котором жила девочка, впервые за долгие годы наполнился звуками, дети приносили подарки, соседи стояли на лестнице и обсуждали, как они сами могли не заметить, как все это происходило буквально под носом. Но не все были спокойны, особенно директор. С каждым днем он выглядел все более напряженным. На педсоветах говорил сдержанно, избегал упоминаний о девочке, на собраниях родителей сидел молча, будто отстраненно. Он перестал заходить в класс, где она училась, хотя раньше нередко проверял дисциплину. Казалось, его что-то гложет изнутри, но никто не понимал, что именно. Учителя предполагали, что он просто эмоционально выгорел. Слишком тяжелая история, слишком много шума, слишком много камер и журналистов, которым приходилось объяснять, как школа такое допустила. Но настоящая причина была глубже. И она вот-вот должна была раскрыться. С каждым днем напряжение вокруг директора становилось все ощутимее. И хотя никто не говорил этого вслух, учителя начали догадываться, он скрывает нечто важное. Его молчание уже не казалось утомленной усталостью, скорее тревогой, которая не отпускала его ни на одном совещании, ни во время обеденного перерыва, ни даже тогда, когда он пытался казаться обычным, задавая формальные вопросы на линейке. Он стал избегать взглядов, особенно когда рядом была та самая девочка. Казалось, каждое ее появление напоминало ему о чем-то, что он не хотел вспоминать. А потом в школу пришел человек, после которого все рухнуло. Это был инспектор из отдела опеки. Он пришел без предупреждения, просто появился в коридоре школы с папкой документов и уверенной походкой. Его пригласили в кабинет директора, и разговор, который там состоялся, очень быстро стал известен всей учительской. Инспектор заговорил спокойно, без обвинений, с привычной для чиновника нейтральностью. Он открыл дело девочки, просмотрел копии справок, свидетельства, записи разговоров с педагогами. И вдруг, среди обычной деловой бумаги, вытащил документ, который никто не ожидал увидеть.
Постановление о том, что после смерти матери девочки у нее остался единственный законный родственник, брат матери. Мужчина, официально отказавшийся от опеки спустя 2 месяца после трагедии. В кабинете повисла гробовая тишина. Директор не сделал ни одного движения, не произнес ни слова, только сжал подбородок, как будто пытался сохранить лицо, но оно его уже не слушалось. Завуч впервые осмелилась спросить: «Это вы? Это? А вас?» И он кивнул, еле заметно, как будто этот кивок весил больше, чем он сам. Школа замерла. В учительской шепоты, растерянные взгляды, кто-то сразу полез в телефон, кто-то молча вышел из комнаты. Новость распространилась быстро, как пожар. Директор школы, человек, под руководством которого дети росли и сдавали экзамены, все эти годы знал правду. Он был ее дядей. И он отказался от нее. Не потому, что не знал, не потому, что не мог, а потому, что испугался. Или не захотел. Или решил, что кто-то другой справится. И все это время девочка приходила в школу, глядя на него, и не говорила ни слова. Когда его вызвали на педсовет, он не стал оправдываться. Он просто сидел, глядя в стол, и когда пришло его время говорить, произнес тихо: «Я тогда не справился. Простите меня». А спустя несколько дней он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Но история этим не закончилась. После его ухода в школе долго не могли прийти в себя. Некоторые учителя, особенно те, кто работал с директором много лет, пытались его оправдать. Говорили, что, возможно, он был не готов, не мог взять на себя такую ответственность, что у него не было ни ресурсов, ни сил, чтобы в тот момент стать опекуном. Другие молчали, не зная, как относиться к человеку, который все это время находился рядом с ребенком, но предпочитал не видеть, не признавать, не приближаться. Родители учеников, узнавшие правду, обсуждали это в соцсетях. Кто-то писал, что такое нельзя прощать, кто-то, что каждый имеет право на страх. А сама девочка, она все так же приходила в школу в своей розовой кофте, хотя теперь у нее было несколько новых вещей, аккуратно сложенных в рюкзаке, и на лице чуть больше спокойствия, будто тот тяжелый узел, который она носила внутри, начал понемногу расплетаться. Через месяц его снова увидели. Не в школе, не в управлении образования и не на улице среди прохожих, а на пороге того самого дома, где жила она с бабушкой. Соседи рассказывали, что он приходил каждый вечер, ровно в 6, с сумкой продуктов или пакетом медикаментов. Один раз его заметили с кастрюлей супа, в другой с новой подушкой. Он не говорил ни с кем, не искал внимания, не пытался загладить вину, как это часто бывает, когда уже поздно. Он просто приходил, снимал пальто, мыл руки на кухне и спрашивал: «Что сегодня готовим?» Сначала девочка смотрела на него настороженно, молчала, почти не приближалась. Но бабушка, едва слышно шевеля губами, шептала: «Пусть будет рядом». И он оставался. Он не спрашивал про школу, не просил прощения, не пытался вернуть доверие, он просто помогал. День за днем. Не из чувства вины, а, возможно, потому что впервые в жизни понял: нельзя все исправить, но можно хотя бы не сбегать. Иногда он читал бабушке газету, иногда латал розетку или стирал белье. Один раз даже помог девочке сделать поделку на урок труда, и это была первая вещь, которую она с гордостью отнесла в класс. Когда одноклассница спросила ее, кто этот мужчина, она ответила не сразу. Сначала пожала плечами, как будто хотела скрыть, и только потом, немного подумав, тихо сказала: «Просто. Теперь он не боится». И, может быть, в этих 4 словах было все: прощение, принятие, и то, чего не хватает в мире, чаще всего шанс изменить что-то не назад, а хотя бы вперед. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.